Привет! Добро пожаловать на мой канал. Информация не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия или со слабой психикой. В этом видео я хочу высказать свое мнение о разных моментах. Я уверена, что обсудить это вместе с вами будет намного интереснее. А еще я буду очень рада, если мои видео смогут поднять вам настроение или немного отвлечь от жизненных переживаний. Ну что, друзья, давайте начнем. Я хочу выделить главные темы обсуждения, но скажу, что их будет намного больше. Самые главные темы. 1. Выбор мест для посещения Чимина и Чонгука поражает воображение. Чимин и Чонгук слишком активно поддерживают ЛГБТ-сообщество. Их выбор всегда остается неизменным. В баре, который Чонгук и Чимин посещали, поддерживается политика в отношении ЛГБТ, поддержка ЛГБТ-политики на пивоварне, поддержка ЛГБТ-политики в отеле, поддержка ЛГБТ-политики в лагере. 2. История от девушки, которая также побывала в том же месте, где были Чимин и Чонгук. 3. Эта девушка просит Чимина: «Эй, удели мне тоже немного внимания». Она буквально хватает Чимина за руку, потому что ее полностью игнорируют. Причина: Чимин был занят Чонгуком. 4. Чимин засыпает в одежде Чонгука. И это лишь некоторые темы, которые я хочу обсудить с вами. Я не буду называть сейчас все, иначе так просто не будет интересно смотреть. Не знаю, как вы, но я все еще здесь. Смотрю и просто умираю. Вы посмотрите, как Чимин сложил ручки на шее Чонгука. Посмотрите на эту улыбку Чонгука. Просто посмотрите на них. А еще моей вечной слабостью в их отношениях будет то, что Чимин может измываться над Чонгуком во всех доступных ему вариациях мини-каалы, запрыгивая на спину, заставляя себя поднять на руки, попытаться на руки взять самому тоже. А Чонгук это смиренно и без дрожи в теле все принимает. Чонгук и Чимин были на Hi9 во время шоу. И вот их политика. Мы стремимся создать инклюзивное и безопасное пространство для всех людей, независимо от расы, пола, сексуальной ориентации, религии или политических взглядов. Разжигание ненависти недопустимо. Несомненно, выбор мест для посещения Чимина и Чонгука поражает воображение. Чимин и Чонгук слишком активно поддерживают ЛГБТ-сообщество. Их выбор всегда остается неизменным. В баре, который Чонгук и Чимин посещали, поддерживается политика в отношении ЛГБТ, поддержка ЛГБТ-политики на пивоварне, поддержка ЛГБТ-политики в отеле, поддержка ЛГБТ-политики в лагере. История от девушки, которая также побывала в том же месте, где были Чимин и Чонгук. Мы с мужем посетили Hi9 Brewing Company пару недель назад. Мы были в Дип-Ривер, штат Коннектикут, на мероприятии, посвященном выступлению в те выходные. Их кислые сорта вина просто потрясающие. Очень рекомендую. Я сфотографировала то место, где, как я подозревала, сидели ребята. Лицо Чонгука до того, как он просмотрел Чимина, и после.
Я говорю, что он собирался рискнуть всем, пока не вспомнил, где они были. То, как он закрыл свой джип Wrangler, не оборачиваясь на него совсем, одетый весь в черное, с татушками на показ, и этой своей ухмылкой, он невозможно и без всяких вообще усилий, самый привлекательный на свете мужчина. Только Чангук может стать популярным, делая самые неожиданным вещам. Чангук запирает машину не глядя. Социальные сети были в восторге от видеоклипа с участием Чангука, участника южнокорейской бойз-группы BTS. Видео, на котором Чангук, одетый во все черное, запирает машину, не оглядываясь, привлекло значительное внимание и похвалу фанатов. Пользователи на разных платформах выразили свое влечение и восхищение Чангуком, подчеркнув в видео его классное поведение и привлекательную внешность. Клип вызвал волну положительных откликов, и многие пользователи поделились своим волнением и чувствами, вызванными действиями и внешностью Чангука. Видео произвело огромное впечатление. Многочисленные посты и комментарии подчеркивали привлекательность Чангука и простую, но увлекательную природу клипа. Желаю каждому найти человека, который будет смотреть на вас, как Чимин смотрит на своего малыша Чангука. Девушка на фан-сайте. Эй, удели мне тоже немного внимания. Она буквально хватает Чимина за руку, потому что ее полностью игнорируют. Причина: Чимин был занят Чангуком. На сайте сети кинотеатров Cinemark появилась информация о документальном фильме I Am Still, Я все еще, Чангука, а также дата его выхода. Чангук, Я все еще, корейский с английскими субтитрами. Продолжительность 1 час 30 минут. Фильм – это празднование Чангука, широко признанного самым популярным участником BTS, по мере его развития как сольного исполнителя в преддверии его первого сольного альбома Golden. Фильм показывает 150-дневное путешествие, предшествующее выпуску альбома, подчеркивая его новаторский путь. В фильме представлены живые выступления Сеула и его знаменитого живого шоу на Таймс-сквер, а также новые интервью и кадры за кулисами. Дата выхода – ограниченный выпуск 18 сентября 2024 года. Жанр – концерт, документальный фильм. Обратите внимание, как Чангук первым делом схватил Чимина за талию.
Реакция Чангука, когда он намеренно проиграл игру с крышками от бутылок, и ему пришлось делить комнату с Чимином. Лучший момент, когда во время интервью Чангук рассказал, как он увидел выступление Чимина и повторил за ним его стиль, и Чимин рассмеялся и сказал: «Скажи уже, что ты повторюшка меня, признай», и Чангук застеснялся и сказал: «Да я твой повторюшка». У него тогда аж уши покраснели. Когда Чангук сказал, что не заостряет внимание на вещах, которые ему не нравятся, он имел в виду именно это, потому что он прервал разговор в середине, как только увидел Чимина. Чангук был упомянут в статье в Корее о айдолах и спорте. Чангук – известный любитель бокса. По словам Чу Сон Хуна, мастера боевых искусств, который спарринговал с Чангуком, он настолько хорош, что мог бы дебютировать на профессиональном уровне, если бы захотел. Говорят, что Чангук занимается боксом у того же тренера, что и Чу, и даже перед концертами Чангук находится в отеле со своим тренером, занимаясь боксом, чтобы привести себя в форму. Бокс, требующий постоянного движения руками и ногами, отличный способ укрепить силы и сбросить вес, и необыкновенная физическая форма Чангука – результат многих дней усердных тренировок. Чимин пытается вылить водичку на Чангука. Чимин спросил: «Ты смотрел на меня, что ли?» Чангук ответил: «Конечно же, я смотрел. Я не знаю, что конкретно тут делает это видео смешным. Это возмущенная Чангука, его лапки лягушкой, уверенность Чимина в своей шалости или вообще все». Черт возьми, Чангук гений. Его стратегия во время эпизода Run была заставить всех поверить, что он не в команде Чимина. Чимин еще думал, что его все предают, не идут к нему в команду. Он даже раскидал свои тапки, когда Хасок пошутил, что уходит с его команды. В итоге Чангук помогал ему со стороны, специально руководя действиями другой комнаты, и ему верили. Чангук ненавидит разговаривать по телефону, но когда это его сладкий малыш, он отвечает и сразу бежит к нему. 문자도 싫고 전화도 싫고. 나는 문자가 좋아. 너 핸드폰 왜 들고 다니냐 너. 그냥 해지해 핸드폰. 저 정국이 전화 안 봐야 받으면 돼. 집착하는데. 여보세요? 뭐 하고 있니? 운동이 안 끝났니? 지금 잠깐 가죠? 아, 오세요. 빨리 오세요. 네, 알겠습니다. 네. 네. JK 와준다고 합니다. Чимин сказал: «Арми, вы где? В этой песне я покажу те эмоции, которые испытал, когда встретился с вами. Я собираюсь отправиться на поиски Арми». Вау, ребята! Сейчас у меня все хорошо, не стоит беспокоиться. Просто наслаждайтесь песней.
Я спою вам ее лично, когда вернусь. Погода такая хорошая. У нас будет специальное гостье сегодня. Ждите этого с нетерпением. Здесь так красиво. Хорошо видно. Чимин готов. Я осветлил волосы впервые почти за 2 года. Так что фанаты поймут, что я занят чем-то сейчас, и это скоро выйдет. Мне жаль, что я не смогу насладиться этим вместе с вами. Но я уверен, что вам понравится даже без меня. Для этого концепта я впервые ногти сделал. Вот луна. Это было весело. Это мой самый первый раз. Но мой мизинец такой маленький, что они не смогли нанести на него рисунок. Как будто пометка маркером получилась. Когда я был маленьким и жил за городом, я измельчал цветы бальзамина и красил ногти маме. Помню, нужно намазать им пальцы и чем-то обернуть. Хорошие старые воспоминания. Весь палец становится оранжевым, не только ногти. Так что я наблюдал, как моя мама готовила этими оранжевыми пальцами. Когда она сама это делала, выглядело хорошо. Мне теперь жаль. Чангук все свое ношу с собой, любимый рюкзачок за спиной. Мы буквально получаем такие сообщения всякий раз, когда кто-то встречается с Чимином лично. Это говорит о многом. Люди, которые его встречали, описывали его как «ангел Чимин, самый милый, нежный Чимин, как ты можешь быть таким милым?» и многое другое. Чимин является активным участником благотворительных фондов, как и его отец, а фанаты с радостью берут пример. Я действительно требую внести отдельную психическую болезнь для хейтеров Чимина. Сами того, не понимая, они только укрепляют поклонников Чимина. Ой, Чимин, ну что ты там не видел? Подвинься, дай нам посмотреть. Крошечный побег Чангука назад, чтобы держать Чимина за руку. Прекрасные ногти Чимина. То, как Чангук поворачивается всем телом к Чимину, когда тот говорит. Помните, когда Чимин заснул на полу, Чангук сел рядом с ним, наблюдая за ним и улыбаясь ему, пока он называл его имя и пытался его разбудить, но вместо этого он тоже заснул рядом с ним.
살살. 잠들면 안 돼요. 지금 둘 다 죽었어. 야야야. 아 여기 좋아요 박이. 박에서 자기. Чимин сказал, мы сняли живые выступления для Rebirth и Slow Dance. Я бы, наверное, рассказал вам о песнях, когда вышел бы альбом, но я хочу оставить много выступлений перед тем, как уйти. Так что, я усердно готовился к этому с нашей компанией. Я так благодарен, что смог сам снять эти красивые видео в таком прекрасном месте. Это была честь. И София приехала в Корею, чтобы помочь мне с этим. Она возвращается назад сразу после съемок. Я очень это ценю. Я буду рад, если вам понравится. Сегодня был очень ценный опыт. Пожалуйста, ждите этого с нетерпением. Спасибо. То, как Чангук всегда проверяет Чимина и убеждается, что с ним все в порядке. Я понимаю, почему Чимин всегда говорит, что Чангук защитит его. Этот мужчина нокаутировал бы кого угодно ради Чимина, как в том моменте с колокольчиком. Прошло так много лет, а я только сейчас поняла, что черная штука на столе – это чехол от телефона Чангука, и что Чимин, вероятнее всего, снимает на его телефон. Чангук подошел ближе к Чимину и так нежно положил свою руку на его талию. Чимин даже не вздрогнул. Он действительно привык к прикосновениям Чангука. Они бойфренды и могут делать все, что хотят. Место съемок Rebirth и Slow Dance – кубический город. Адрес 662 Кёнгин-ро, Гурогу, Сеул. Живое выступление Чимина с Rebirth и Slow Dance прошло в универмаге Hyundai Department Store D-Cube City в Сеуле. Это мегакомплекс, включающий универмаги, офисные помещения, парк, арт-центр, театр, отель, рестораны, тематический парк и частные резиденции. Чимин выступил на крыше этого 51-этажного здания. В конце дня Чимин засыпает в одежде Чангука. Чимин сказал: «Чангук, как бы это сказать, вирус счастья». Было время, когда мне было нехорошо, но потом я увидел, как Джин и Чангук дурачатся рядом со мной. Я много смеялся в тот день. Джин сказал мне: «Думаю, Чангук заставляет тебя много смеяться». Существование Чимина – это счастье Чангука. Вспомним, как человек, который является членом семьи другого солдата в том же учебном центре, что и Чимин и Чангук,
поделилась тем, насколько у Чимина ангельский характер. Мой брат всегда говорил о том, как Чимин помогает ему и другим нуждающимся, всегда покупает ему дополнительную еду, когда может, в круглосуточном магазине, и жертвует своим телефонным временем, чтобы помочь нескольким своим товарищам по команде провести время с друзьями, семьей и близкими. Мне удалось поговорить с людьми. Благодаря Чимину мой младший брат закончил в топ-10 своей группы. Из-за всего этого мои родители подошли к Чимину и его родителям и поблагодарили их за такую вежливость. Когда я увидела Чимина вживую, он был действительно забавным. Он был высоким и красивым, и его улыбка была очень доброй. Родители других новобранцев также выразили свою благодарность Чимину, и Чимин, казалось, был тронут всем этим. Живые кадры реакции Чангука на задницу Чимина. Макне всю волю в кулак собрал, но стойко выдержал это испытание. Несмотря на то, что рядом с Джином было свободное место, Чангук садится рядом с Чимином с многозначительной улыбкой собственника. Официальный клип Чимина «Ху» превысил 29 миллионов просмотров на YouTube. Он смотрит и смотрит на него с такой любовью. Живой клип поставил точку в промоушене Muse, но не в нашей поддержке для Чимина. Сколько бы я ни написала слов восхищения этим человеком, их будет мало. Он проделал нереальную работу и прыгнул выше своей головы. И он сделает это снова и снова, и снова. Несмотря на какие-то трудности, он будет идти к тому Чимину, которым он останется полностью доволен. Помню, как много странных слов можно было услышать от людей в сторону его перфекционизма. И пока кто-то считает это неуверенностью, я вижу, как Чимин изымает из этого много пользы. Но также я была рада услышать от него, что он перестал слишком остро реагировать на какие-то недочеты. Особенно, что касается голоса. Он не начинал как певец. Эта фраза мигом камбэкает к дебютным временам, когда маленькая компания, в которой долгов было больше, чем можно себе представить, не знала, что делать с Трени из Пусана. Как они не давали ему должных уроков для вокала, зачем-то пытались учить читать рэп. Про танцевальный жанр и вовсе молчу. Ведь именно Чимин был тем, кто изменил ход истории. Почему об этом так мало говорят, но так много отрицают? Внутри компании, конечно, есть люди, которые восхищаются им. И мне нравится, что в соло-эру мы так много раз слышали от них. Чимин работал усерднее, чем кто-либо другой. Но все мы должны помнить и о тех, кто сомневался. Поэтому Чимин был тем, кто слушал уроки Тэхёна и Чангука за дверью и затем тренировался сам. Должна ли я сказать, что их техники пения разные, и это могло стоить ему голоса? Собственно, то, что Чимин даже сейчас, будучи столько лет айдолом, брал уроки вокала и изучал все с нуля, еще раз доказывает, что ему не оказали нужной поддержки в начале пути. А какие у него были трюки в танцах,
где он мог травмироваться сам или другого, почему они давали ему так много обязанностей, но так мало отдачи и поддержки. Именно поэтому дебют Чимина считается легендарным в кей-поп. Он сделал невозможное тогда и делает это по сей день. Я вот только до конца осознала то, что Намджун имел в виду, когда сказал, что первая песня из альбома Muse ему нравится больше, чем весь альбом Fab Ye. Да и реакция Чимина говорит сама за себя. Детка был счастлив. Потому что это означает рост, это то, к чему он всегда стремится. И он действительно много вложил в новое звучание своего голоса. Чимин не просто талантливый, он трудолюбивый. У меня разрывается сердце, когда я читаю, как ему пришлось бороться больше, чем любому участнику. Он прирожденный талант, но все равно много работал для достижения своей цели. Чимин действительно вдохновляет. Вдохновляет жить, любить, бороться, искать свое место в жизни и работать.